нас быстренький такой стрим, потому что, скорее всего, мне про баскетбол особо рассказать нечего, и я в нем не особо разбираюсь таки. И у нас тут видос у Кроу, который сделал видео, типа «Я жил на баскетбольной площадке, пока не сыграл идеально». Как мне кажется, это было далеко не один матч, возможно, и не один десяток матчей, чтобы он в нем хорошо сыграл. Но до этого чувак выделился тем, что сделал видео про вещества, про опасный район Германии, про длинные волосы и многое других. Я его видосы временами так поглядываю, не все. Некоторые видео у него... Одна идея у него точно была слезана с канала, наверное, Науки, где чувак просто решил засветиться в видосах других ютуберов. И да и, наверное, Науки тоже эту идею спиздил. Так что не могу сказать точно. А тут вышел его новый видосик. Будем глядеть сейчас. Идеальная игра в баскетболе, 10 трехочковых. Так, 1 минуту. Мне громкость убавить. До 70, все. Погнали. Бросков подряд. И лишь немногим профессионалам удается выполнить такую серию без единого промаха. А смогу ли я? Но я не умею играть в баскетбол. Но что, если я буду жить на баскетбольной площадке? Я должен находиться на этой площадке, пока не забью 10 трехочковых подряд. Я буквально собираюсь жить на этой площадке, пока не выполню свою цель. Сколько дней у меня на это уйдет? Сколько я сделаю бросков за все время? И получится ли у меня вообще? Или же я просто... Да, мне кажется, это реалистично сделать и за сутки. Комбо из 10. Просто надо пристреляться со временем. Ну, я, поскольку левша, для меня это чуть менее удобно. Потому что, сколько я знаю правша, я вот левша, который ростом 1,50 м, ну, как будто пристреляться к корзине намного тяжелее. Потому что у меня дуга-то отличается, по которой мячик летит. Так что вот. сойду с ума. Это такая пытка просто уже. Итак, челлендж начался. Наверное, вам интересно, почему у меня в руках детский мяч, а не баскетбольный. За каждое определенное количество бросков я буду получать какое-то улучшение. Я смогу получить более качественные мячи, а за 1500 бросков я и вовсе смогу сменить площадку. А пока что у меня мяч, который сдувается от минимального ветра. Побыстрее бы перейти к среднему мячу. Я решил отмерить расстояние трехочкового броска, а именно 6 метров 75. Ну, как будто я знаю канал, с которого эта идея может быть слизана. Это случаем не... Джесси, как его там зовут-то? Сейчас я найду его канал быстренько. Не хочет, да? Не стопается. А, я же не видос записываю, я-моё. Ну-ка. Кроу. Баскетбол. Ну-ка. Джейсер. Вроде как так. Вот. Вот этот чувак. Возможно, идеи некоторые поднаторил у этого чувака, у которого 33 миллиона подписчиков. Видос переводится также на русский, но по сути это American блогер. Так что плюс-минус, я думаю, у него подслезал что-то. Так что погнали. 5 сантиметров. И пока я это делал, начался дождь. Дождь. Не, только не дождь, не. Ну, продолжаем, а что сделать? Мне нужно было сделать 50 бросков этим мячом, чтобы перейти к нормальному. Кидать этот мяч было тем еще испытанием, но меньше чем за полчаса я управился. Теперь я наконец-то могу попрощаться с этим мячом. И теперь мне доступен средний мяч. После детского мяча это так непривычно. Его кидать было уже вполне удобно, и с ним хотя бы был смысл тренироваться. И у меня даже появилась первая серия попаданий. Сейчас начинаю чувствовать. Да, папочка в деле. Давай третий сразу. Нет. Да! Делаем это дерьмо. Просто обосран. Покидав еще немного, я пришел к выводу, что
Мне кажется, я как-то не так бросаю. И решил посмотреть туториал, как правильно кидать мяч. Видео показали, как должны стоять ноги, еще посоветовали скотчем наметить на полу места для ног. И С ногами-то особо я не знаю, потому что, ну... У меня ноги могли стоять так же плюс-минус, как когда я готов просто к резкому шагу. Мне не обязательно расставлять, допустим, ноги очень узкие или очень широко. Можно даже как в дартсе. То есть, типа, ноги чуть ли не треугольником, под каким-то таким вот углом, где ноги стоят треугольником, и ты просто оттуда вот так вот зашвыриваешь. Ну-ка. Можно вот так. Можно взять мяч как-то за оборот. Блять, на камеру хуй покажешь. Но у меня руки максимально близко. И я стараюсь так. Но это работает только с 3 очком, если тебе никто не мешает. Если вот ты сам с собой играешь. И то, не всегда же я попадаю из-за своего роста, из-за косоглазия, из-за того, что я левша. Думаю, да. вот такая вот хрень у меня вышла. Я попытался. Я здесь уже 2 часа. Я уже устал. Несмотря на это, сил у меня было еще завались, и начал даже идти какой-то прогресс. За вторым попаданием последовало 3-е, потом и 4-е. И я оказался настолько близок к цели, как даже и представить не мог. Осталось еще столько же. Но Мне согласен. кажется, что видео он записывает зря, потому что он сделал это за 10 минут попыток. Согласитесь, было бы слишком просто закончить сейчас. Нет, ну он же заскочил прям туда. Мне кажется, Скажем так, формат такого видео не слишком драйвовый, чтобы делать разные разбивки. Можно было просто как Джессер показать какую-нибудь игру, где ты делаешь это, и все. Где можно сделать таймлапс, где ты быстро пытаешься зашвырнуть миллион раз один и тот же мяч, и делать какие-нибудь переходики, эдиты, и все. эту серию уже не повторю. 5 подряд. Какая вероятность, что я еще сегодня так попрет? Зато спустя еще пару десятков бросков я обновил мяч на элитный за 50 евро. Поиграв немного с ним, почувствовав его, приноровившись, я был удивлен. Честно говоря, я не прям заметил разницу. Возможно, он даже хуже. Кстати, я закинул в свой телеграм-канал задание для подписчиков. Кто первый забьет 3-очковый, получит 1000 рублей. Вот видео от победителя, а также его имя я еще написал на мяче. Кроме обычных бросков, у меня также был квест из 3 баскетбольных заданий, за каждый из которых я мог получить иммунитет на промах. Кручение мяча на пальце, гол с завязанными глазами и данк. Это когда ты забиваешь мяч вот так вот в прыжке, коснувшись руками кольца. Кручение на пальце. Я не знаю, как это делается. Но мне вот, допустим, тяжелее будет сделать данк, потому что с ростом 1,50 м, как будто даже если мячик отскочит от земли и я подпрыгну, я рукой далеко не дотянусь до кольца. Как будто я могу его схватить и бросить повторно, пока я нахожусь в воздухе, и это мой предел будет. Но именно закинуть его в кольцо, именно так, как делают баскетболисты, вряд ли получится. Выглядит это жалко. Никогда вообще не понимал, как это делается. Я посмотрел обучалку в ТикТоке, ничего почти не понял, но зато следующая же попытка уже выглядела увереннее. И убив на это еще минут 20 и кучу нервов, Вот это уж точно оно. с остальными заданиями дела, конечно, обстоят куда сложнее. Я попал? Про данк я вообще молчу, тут мне нужно годы тренировок. Без шансов. Я так высоко не прыгну. 4-й час, как я тут. Сил больше нет. Я немного перекусил, потратил свои скромные запасы. И дальше мне было уже немного повеселее, так как я поел, а еще ко мне пришел друг. Здравствуйте. Кажется, я нашел наследника Майкла Джордана. Нет. Сними-ка. Ну давай. Еще было очень удобно, что теперь было кому сходить за мячом. Мяч сам себя сюда не перенесет. Я знаю. Сходи. Давай. У меня даже открылось второе дыхание, и я снова начал попадать. Хорошо. Второй. Четвертый.
5-й. Это рекорд. Давай, давай. Иммунитет. Пошел нафиг. Вот так впустую я просрал единственный иммунитет, и я попробовал заработать новый, забив гол с закрытыми глазами. Выглядело это достаточно жалко. Справедливости ради, это сложнее, чем кажется. Попал! Да. Да, ты забил. Вот что творит дружеская атмосфера. В целом было очень весело проходить все это с кем-то, а не самому. Но все хорошее заканчивается, друзья уходят домой, и я снова остаюсь в полном одиночестве на площадке, 1 на 1 со своей целью. Я был Уже на пределе. 500? С последних сил я снова забил 3 раза, затем снова факап, так еще и телефон сбил, и я выдохся. Типа, до этого там вроде мячей 300 было, пока он наколачивал гол без глаз, а тут уже резко 500 стало. Понял. Плюсом уже вечерело, и я начал ставить палатку. Представлял по-другому чуть-чуть. Здесь тоже факап, Она не закрывается. но я это исправил, накинув сверху плед и приклеив его. Добро пожаловать в мои хоромы. Перед сном я перекусил, надел на себя все, что у меня было, и уставший, и обессиленный, я отправился спать в этой палатке, на улице, как бы мне этого не хотелось. Я сейчас проснулся от того, что мне холодно. Не знаю, как мне проспать до утра. Проснулся я побитым. Вообще не выспался. Ну, такое испытание, то, что ты спишь на поле, на улице, в минус, скорее всего, я не знаю, какая погода в странах Германии, ну, в Германии в целом. Даже не представляю, как будто это не имело резона. Уж лучше бы поспал на кровати и сделал бы видео, где ты плюс-минус здоровый. У меня все тело болит. Выйдя из палатки, я просто охренел от того, насколько у меня все болит, особенно ноги. Я вчера в зал сходил, а не в баскетбол играл. Просто жесть. Я позавтракал и пошел сразу кидать мяч, о чем очень пожалел. И пошел Размяться еще надо. немного полежать в надежде, что тело перестанет болеть. И по итогу я случайно заснул. Доброе утро, 2:0. Ой, я спину отлежал. Себя еще хуже теперь чувствую. И следующие несколько часов я безуспешно пытался закинуть мяч в кольцо. И у меня не то, что не выходило с серии, я ни разу не мог попасть. Первый. С оставшимся заданием тоже прогресса не намечалось, прыгать стало еще сложнее из-за боли в ногах, я был просто изнеможен. Еще я уже не выдерживал находиться все время на одной локации, Меня эта локация уже начинает бесить. так еще и погода снова начала прикалываться и чуть не снесла мою палатку. Очевидно, это было предвестником дождя. Короче, я понял, что невозможно Палатку можно было упаковать назад, а потом ее заново поставить, чтобы она не улетела, пока ты просто здесь тусуешься. Расставлять же ее лучше перед сном, как мне кажется, если ты тут надолго собрался. чему-то научиться за столь короткий срок. И это напомнило мне, как я в школьные годы в сжатые сроки пытался подготовиться к экзаменам, и никогда это ничем хорошим. Сбивать мяч, нужно попасть в ближайший верхний угол квадратика. После нескольких удачных бросков этот Ну да. лайфхак прошел проверку. Да, я это делал успешно, потому что, скажем так, мне удобно стало даже крюком забрасывать, потому что я плюс-минус понял, куда именно целиться. Что это квадратик. И из-за своего низкого роста крюком я вставал специально подальше стороной и бросал мяч так, чтобы он летел по не особо таки длинной, но довольно-таки высокой дуге, и это часто приносило мне очки. Конечно, самим собой, потому что когда играешь с кем-то, мне кажется, это намного тяжелее. Там уж придется исхищряться как-то интересней. Следующий лайфхак интереснее всего проверить, потому что это выглядит как какой-то чит. Тут чувак показывает, что если надеть вот так вот резинку, то будет проще бросать мяч. Вот такая вот приблуда. Логика какая-то в этом есть. Типа кисть будет автоматически Я помню какого-то чувака, который сперматоксикозник, он бы, блядь, с этого засмеялся. Он бы с этого засмеялся, я просто улыбнусь. Вкручиваться. В целом фигня это работает. Если обратить внимание на кисть, то она реально теперь дорабатывает. И последний лайфхак, как красиво... В натуре? Блядь, надо было бы попробовать, потому что... Хотя у меня, может, сгиб пальцев не позволит.
поднять одной рукой мяч с пола. Тут я вообще нифига не понял. Хорошенько отпинав мяч, я понял, как это делается. И этот лайфхак тоже оправдал себя. Мне осталось буквально 20 бросков до 1000. И на 1000 бросков я могу заработать иммунитет. Зато Игорь. иммунитет. Ощущение, как будто я дней 10 не спал. У меня вообще сил нет. Я съел последнюю еду, которая у меня была. Если что, не переживайте, территорию площадки я не покидал, чтобы купить еду. Мне пополняли запасы еды, а также давали заряженный пауэрбанк. Весь день я провел беспрерывно кидая мяч до самого вечера, и за весь день не было ни одной серии попаданий. Потом еще и дождь пошел, прям перед сном я промок. Уж не могу. Это официально был день тильта. У меня уже нервы сдуты, я не могу. Пожалуйста. Это такая пытка просто. Момент, когда я хотел сдаться, больше всего. Я просто не знаю, есть ли вообще какой-то смысл. Я сегодня кидаю хуже, чем вчера. У меня сегодня ни одной длинной серии. И у меня болит все тело просто от бросков. Алло. Все будет хорошо. Я тебе верю. И полностью мокрым, в полном отчаянии, я лег спать. Думаю, не нужно говорить, в каком состоянии я проснулся. Мне кажется, я забыл. В этом бред такого видео, раз ты особо к нему и не подготовился, чтобы переночевать хотя бы одну ночь, так чтобы не чувствовать себя так убито. Скорее всего, это видео может и ничем не закончиться. Или он вернется домой, доспится и вернется к этому испытанию. Или он просто бросит эту идею, потому что скажет: эй, я же не баскетболист, нахуй оно мне надо. Чувствую спину. Спину я уже просто не чувствовал, и меня как будто ее отрезали, а еще я вонял. Я воняю. Снова я на этой площадке, снова это кольцо, снова я делаю миллион бросков, снова дождь. Да ну, пожалуйста, хватит. Я переждал его в палатке и снова пошел бросать мяч. Бросок за броском, и вот уже 1500 бросков, и мне открывается новая локация. Вы можете спросить, а в чем смысл? Это моя единственная возможность как-то сменить локацию. Но и тут я столкнулся с разочарованием. Это я, конечно, понимаю, апгрейд. Не видно квадратик даже. А каким образом там граффити нарисовали? Немного пристрелявшись, вывод был сделан. Не, в этом вообще смысла нет. Это очень непривычно, так еще и эта площадка реально хуже. Это помогает для испытания сделать данк. Всегда проверяйте Потому что я вижу, что кольцо находится сильно ниже. локации, прежде чем ехать на них снимать. Я вернулся обратно к истокам. Дом, милый дом. Половина дня была уже потеряна, так я еще и силы продолжал терять, слепо пытаясь просто забить 10 раз подряд. И в конце концов я решил подрубить мозг. Просто так забить 10 раз подряд у меня не выйдет. Нужна какая-то стратегия. А если бы у меня было что-то типа прицела? Я взял веревку, прикрепил ее к мячу, один край веревки я приметал к кольцу, а другой к какому-то столбу, стоящему далеко напротив. И получилось вот такое вот приспособление, типа прицела. В теории это может работать. Изобретение себя не оправдало, так еще и создавало неудобства для прохожих. Чуть-чуть неудобство. Уже на пофиг вайбе, чисто ради интереса, я попробовал покидать теннисный мяч в кольцо, и его кидать было в разы проще и удобнее, чем обычный мяч, но из-за большого расстояния все равно забить трехочковый было очень сложно. И вот после того, как я попробовал мяч поменьше, это натолкнуло меня на мысль, а что если уменьшить и расстояние для трехочкового? Скажем, кидать мяч не с 7 метров, а с 4. И такое расстояние установлено для начальных классов в школе. Но нам-то какая Ну, получается, халявил. разница, правильно? И чисто технически, если я забью 10 раз подряд с такого расстояния, то я выполню свой челлендж. А если еще и кольцо сделать ниже? Так уж получилось, что я как раз нашел такое, когда шел на новую площадку. Это кольцо раза в 1,5 ниже того, и я почти достаю головой до сетки. Можете меня осуждать, но зато сегодня я буду спать дома. Я отмерил новое расстояние и начал кидать. Но с баскетбольным мячом. Это все равно не так просто, как кажется. Поэтому я все же взял теннисный, и тут наконец пошло дело. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Делаем 9. Остался 1. И вот меня отделяет один бросок от победы. Нет. Кажется, я заболел. У меня уже нервы сдуты, я не могу. Пожалуйста, хватит. Это такая пытка. Я тебе верю. У меня уже просто не было слов. Все, что меня радовало, это то, что наконец... Я могу идти домой. Ладно, чувак сделал этот видос на свой манер.
как испытание не почувствовалось, просто проебал впустую 3 дня. Ладно, это его дело.